Атмосфера спокойствия. Было утро, и в воздухе витала атмосфера спокойствия, которую так ценил Берти Иванов-Обитов. Он сидел в кресле с чашкой кофе, наслаждаясь видом из своего окна уютной комнаты в особняке в Талдоме. Роберту все здания и сад достались от деда в день совершеннолетия, а он так и не стал делать карьеру, чтобы купить что-то получше и называться уважаемым Робертом Араковичем для большинства своих знакомых. Внезапно дверь приоткрылась, и вошел Дживс, бывший лондонец, его неизменный и верный слуга. «Доброе утро, сэр». «Доброе утро, Дживс», — ответил Берти, улыбаясь. «Кажется, сегодняшний день обещает быть совершенно спокойным». «Я бы не был так уверен, сэр», — степенно ответил Дживс с загадочной улыбкой. Берти нахмурился. «Что ты имеешь в виду, Дживс? Ожидаются ли какие-то неприятности?» «Не совсем, сэр», — ответил Дживс, подходя к окну и глядя на небо. «Однако, возможно, вам стоит взглянуть на это». Берти поднялся с кресла и подошел к окну. В небе он заметил нечто странное. Два ярких объекта, парящих на горизонте. «Что это, Дживс?» «Похоже, инопланетные корабли, сэр». Спокойствие Дживса чувствовалось в каждом слове и жесте. Берти уставился на него, больше не рассматривая летающие тарелки. «Инопланетяне? Ты серьезно, Дживс?» «Вполне, сэр. Я предполагаю, что они пришли не с миром». «Что же нам делать?» «У меня есть план, сэр». «Слушаю, Дживс». Дживс подошел к шкафу и извлек оттуда странное устройство, напоминающее военный компьютер. «Это что такое, Дживс?» «Это старый правительственный переговорный аппарат, сэр. Он остался у вас после деда, и его еще не отключили. Я подумал, что он может пригодиться в таких ситуациях». Берти смотрел на устройство с восхищением и удивлением. Наверное, только лучший англичанин-слуга мог не потерять в кладовых особняка сверхсекретный передатчик. «И что мы будем делать с этим?» «Мы попытаемся связаться с кем-нибудь и выяснить, в чем дело, сэр». Берти боялся чего угодно, кроме правительства Родины. «Ладно, Дживс, давай попробуем». Дживс настроил аппарат. Хозяин другой стороны провода не желал общаться с военными чиновниками, но к слуге проявил максимум дружелюбия. Поскольку до этого случая мир считал, что межзвездные скитальцы общаются только тайно с высшим командованием США, а может быть и вообще не существуют, власти показали особую бдительность и патриотичность. Еще до того, как для встречи прибыли истребители и генералы, служаки наладили связь с пришельцами. Если вы немного завидуете тому вниманию, которое правительства мира оказывают инопланетянам, напишите в комментариях об этом, расскажите друзьям об этом канале, подпишитесь, поставьте лайк этому видео и заходите сюда послушать что-то еще. Через несколько минут на экране появилось изображение двух инопланетян. Оба выглядели одинаково, высокие, с зеленой кожей и большими глазами. «Приветствую вас, земляне. Но я буду говорить только с обитателями дома, к которому стремился», — сказал один из них. «Приветствую», — изящно поклонился Дживс. «Что произошло с вами на нашей планете, если вы желаете попасть только к нам?» Инопланетяне переглянулись. «Мы здесь, чтобы разрешить спор», — сказал второй инопланетянин. «Спор?» — важно удивился Берти. «Или вы плохо говорите и думаете про совместный спорт? Теннис, баскетбол?» «Признаюсь, сумею посоветовать что-нибудь в двух словах». «Мы спорим о том, кто из нас прав в вопросе межзвездной навигации». Берти посмотрел на Дживса. «И что нам делать?» «Возможно, мы можем помочь им разрешить эту проблему, сэр». Берти решил потянуть время до прибытия военных. Ему не хотелось принимать решения. Он посмотрел на слугу так, чтобы тот понял, отставку гостям даст только самый полномочный. Внезапно в передатчике что-то захрустело, связь оборвалась и оба гостя появились в комнате. Это меняло ситуацию. «Хорошо, давайте попробуем». Инопланетяне внимательно слушали, когда Дживс предлагал чай, кофе и печенье, спрашивал о здоровье и погоде на родной планете. «Мы готовы принять вашу помощь», — подвел итоги личного контакта первый инопланетянин. Берти и Дживс уселись на кресло.
Посреди комнаты те материализовали странный ящик, проектор голограмм, покрутили руками, отдавая команды. Наконец, в воздухе повисло весомо реалистичное изображение неизвестных символов с векторным соединением областей текста. Гости с гордостью посмотрели на него, Берти на свои настенные часы позади шоу. Итак, в чем состоит ваш спор? Дживс проявил максимум внимания к деталям, как и требовали обстоятельства. У нас нет единого мнения о том, какой путь наиболее эффективен для достижений нашей родной планеты из соседней галактики. Неровно признал проблему первый инопланетянин. Юмор – это не для того, чтобы озлобляться. Если вы чувствуете, что ролик не приводит вас в ярость, напишите в комментариях об этом, расскажите друзьям об этом канале, подпишитесь, поставьте лайк этому видео. Очень важный вопрос. Задумался Дживс. У вас есть карты или данные, которые могли бы помочь нам разобраться в этом? Инопланетяне остановились, всем своим видом выражая удивление. На голограммах рядом появились сложные звездные карты и маршрутизаторы. Вот данные. Поколдовал с пультом второй. Мы спорим о том, какой из этих двух маршрутов более безопасен и быстр. Берти попытался разобраться в картах, но на всех картинках отличил только реалистичное изображение звезд в виде светящихся точек. Дживс, ты что-нибудь понимаешь в астронавигации? Тоном босса распорядился привилегированный хозяин дорогого дома в Талдоме. Первый гость нахмурился. Вы, конечно, знаете законы межзвездных полетов. Те, которые касаются спрашивающих верную дорогу. Второй оказался злее. Если развитая цивилизация спрашивает дорогу к звездам у той, что в этом не разбирается, по закону путешественник имеет право уничтожить планету, чтобы не отдавать дикарям опасные технологии. Мы не вооружаем агрессивных дураков. Задирался первый. Берти попытался принять самый умный вид, но любой землянин раскусил бы его сразу же. Зеленые гости не были похожи на них. Генералы и истребители пока не были видны даже за окном. У него похолодели пальцы, но решительность не оставила насовсем, не лишила дара речи, поэтому он попросил кофе для всех. Да, сэр. Дживс внимательно изучал данные. Я думаю, что это может помочь разрешить спор. Уважаемые гости, попробуйте, пожалуйста, напиток и скажите, на какой планете на вашем пути его готовят так же. Пари есть пари, поэтому инопланетяне осторожно попробовали, потом завели данные в машину. Дживс подробно расспрашивал о гастрономических изысках на каждом пути. Нет, это были не дилетантские вопросы о космонавигации, за которые пострадала бы Земля. Через час он спрашивал, чтобы анализировать маршруты. Грозным представителям сверхрасы казалось, что речь главным образом идет о еде по пути. Берти смотрел, как Дживс уже узнал типы проходных моторов и химию топлива при проходе через созвездие Кита, восхищаясь его спокойствием. Дживс, ты настоящий гений. Спасибо, сэр. Публично признал неплохой эксперт уровня галактических путей, не отрываясь от работы. Военные Земли не спешили на помощь своим согражданам. Берти уже приготовился звонить родственникам и просить проявить максимум влияния на университеты, иностранцев и ООН, чтобы они явились поскорее, но какой-то панический страх пригвоздил его к креслу. Через несколько часов Дживс закончил анализ и повернулся к зеленокожим. Если Берти рассчитывал увидеть за окном военных, то не показал своего разочарования. Я уверен, что первый маршрут более безопасный и быстрый. Дживс не зря излучал уверенность. Он проходит через оборудованные маяками последних моделей территории и требует меньше топлива. Инопланетяне переглянулись и затем одновременно кивнули. Благодарим вас за помощь, земляне. Мы видим, что вы разбираетесь в картах. Признаем ваше право существовать, как мир цивилизованных людей. Теперь мы можем вернуться домой. Берти улыбнулся. Рад, что смогли помочь. У вас принято дарить значимые подарки тем, кто вас выручил. Если еще возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться, особенно по кулинарии Земли. Трудно было представить себе человека, который принял бы благодарность дипломатичнее, чем Дживс. Инопланетяне сухо поблагодарили их и испарились из комнаты. Берти вздохнул с облегчением. Ну что ж, кажется, мы спасли мир. И только из благородства.
Не люблю тех, кто ненавидит дарить даже мелочи за огромные услуги. Как ты думаешь, он не стали бы щедрее, если бы я презентовал им десятку 1961 года с моим автографом? По-моему, вряд ли. Так что я не жалею, что подавил приступ слишком яркого благородства. Вы совершенно правы, сэр, банкнота – ценный подарок, проявление вежливости. Берти рассмеялся, лелея мысль о том, что удалось хотя бы сохранить десятку. Звонок у калитки привратника прервал их мысли. Неужели снова инопланетяне? Нет, теперь десятку я подарю только в ответ на взаимную щедрость. Вздохнул Берти. Он встретил гостя, и через 10 минут на пороге стоял человек в строгом костюме с резким выражением лица. Дживс узнал его сразу, это был генерал Тимуров из секретной службы. Он стал первым военным, который пришел на зов привилегированного гражданина Земли через правительственную связь. Благо, что его дача была по соседству, а рабочий день еще не кончился. Берти пригласил на кофе жестом, изо всех сил скрывая удивление. Он все-таки не ожидал, что тот появится быстрее истребителя и кремлевских ищеек. «Дружище Вустер», — пробормотал сосед со злостью оторванного от важных дел крупного чиновника. «мы узнали о вашем недавнем контакте с инопланетянами. У штаба нет секретов от меня, и мы молниеносно оценили все выгоды ситуации. Нам нужна ваша помощь». Моя помощь. Дело в том, что эти инопланетяне могут занять высокое положение на нашей планете. Мы хотим, чтобы вы и Дживс помогли нам установить с ними постоянный контакт и взять на себя ответственность за их намерения. Берти посмотрел на Дживса, на повороты садовых дорожек и пруд за окном, давая понять, что они способны выдержать немалую награду за попытку. «Хорошо, генерал, мы готовы выслушать ваше предложение о том, как с ними связаться именно с ними. Дедушкин коммуникатор гости безнадежно испорчен». Прекрасно. Мы устанавливаем специальное секретное оборудование в вашей квартире, чтобы вы смогли поддерживать связь с инопланетянами. Как только все было готово, инопланетяне на экране не появились. Мы рады снова вас видеть, гости из других миров. Зазывал Дживс в передающее устройство с надеждой. Мы тоже рады. Подпевал в молчащий эфир генерал. У нас есть несколько дополнительных вопросов и множество щедрых предложений. Наши цели чисто научные. Мы хотим установить мирное сотрудничество. Приемник не угадывал ответа пришельцев. Когда разговор с пустотой закончился, господин Тимуров был доволен. 4 истребителя и отряд спецназа все-таки прибыли к зданию. Пусть позже, но кровопролития не случилось, а жизни военных были спасены. Он решительно выключил передатчик и вытер со лба каплю. Вы проделали отличную работу, сказал он, обращаясь больше к соседу. Далее мы будем поддерживать контакт с инопланетянами с помощью автоматики и умников Академии. Дживс и Берти внимательно слушали продолжение о достоинствах приближенных правительства, задавая лояльные и восхищенные уточняющие вопросы. Вид громил у здания усадьбы Берти заставил его стать сосредоточенным и деловым. Когда разговор закончился, генерал, покидающий дом соседа, был доволен. Берти повернулся к Дживсу. Мне кажется, наши дни стали куда менее денежными. Я мог бы претендовать на награду хотя бы от наших. Вы совершенно правы, сэр, но с вашими способностями я бы предложил немного отдохнуть и поразмышлять о том, что нас уже не будут спрашивать подробности о картах пришельцев, их формулах и полетах, которые мы видели на голограмме. Я, к сожалению, так волновался, что ничего не запомнил. Но совсем не хотелось бы гипнотизеров или даже пыток ради того, чтобы выудить у меня секреты пришельцев. Поэтому я особенно рад, что генерал увлекся идеями об отчетах ради повышения. Отличная идея, Дживс. Я тоже не вспомню ни одной детали. Пойдем выпьем чаю. Эта история уже казалась сказкой, когда на столе материализовались 6 банкнот по 10 рублей 1961 года. Точно таких же, как та, которую Берти в порыве щедрого благородства чуть не подарил гостям. Каждая с его автографом. Похоже, еще они немного умели не читать мысли, а подслушивать. Если вы немного завидуете тому вниманию, которое правительства мира оказывают контактам с другими мирами, напишите в комментариях об этом, расскажите друзьям об этом канале, подпишитесь, поставьте лайк этому видео и заходите сюда послушать что-то еще.